совершенно случайно. Вот так вот бывает, так бывает. У меня Катя Сергеева, замечательный человек, она автор проекта «Истоки». Есть такой фестиваль, который объединяет всех наших ребят, которые родились за пределами нашей Родины. Да? «Истоки» — это праздник русской культуры. И так получилось с ее легкой руки. Я стал автором гимна этого фестиваля. Вот в прошлом году 25 из 25 стран приезжали ребят. Вот. И, кстати, открывали этот фестиваль моей песни. Мне очень это было приятно. Где пели ребята и из Америки, и из Израиля, и из-под Тулы, вот как Софья Фисенко. Это очень приятно. Хлопаем в ладошки. А я вам сейчас приглашаю на сцену очень талантливую, очень красивую, очень интересную, на мой взгляд, певицу молодую. Я хочу только сказать, что эту песню написал на стихи Людмилы Снитенко. Она в зале, нет? Здесь, в зале. Мы с Людой познакомились в Болгарии. Это было в Варне, как сейчас помню, летом. Она мне подарила томик своих стихов. И так вот стали рождаться песни. Сейчас первая Людмила Снитенко. Песня называется «Земляничная поляна». Взрослые, давайте вспомним свое детство. Вот здесь есть люди, которые смотрят телевизор, кто-то не смотрит телевизор. Расскажи о себе немножко. Анастасия Дятлова, «Голос дети» и «Синяя птица». Браво! Браво! И не последний месяц, да? Еще она поет в спектакле Надежды Бабкиной и так далее, и тому подобное. Но сегодня прозвучала песня «Земляничная поляна». И давайте поприветствуем Людмилу Снитенко, автора этой песни. Она сидела, она пошла за кулисы. За кулисы пошла Людмила Снитенко, да? Давайте на сцену, на сцену, на сцену, на сцену.
Я хочу сказать, что... О, Люда, посиди, вот сейчас еще, извините, пожалуйста, сейчас еще одна песня Людмилы Светенко прозвучит, и потом мы дадим им слово. А тебе громадное спасибо. И я желаю, Анастасия, чтобы у тебя все сбылось, чтобы ты достигла самых высоких вершин, которые только есть на свете. Ты молодец. Браво! Браво! Вы знаете, друзья, не было бы таких красивых детей, если бы не было мамы. У каждого из нас была или есть мама. Что значит была? Она всегда с нами. Вот. Моя мама уже 22 года на небесах, но единственное я помню, что когда открылась музыкальная школа, я говорю: мам, я хочу учиться в музыкальной школе. Она мне сказала: у тебя нет слуха. Это я запомнил на всю жизнь. Но дело не в этом, видите, результат. Все в порядке, и она может мной гордиться даже с небес. Слух есть. Вот сейчас прозвучит, да, она фронтовичка, дошла до Берлина, и там вот, перед самой войной познакомилась с моим отцом, и потом появился я на свет в 49 году. Поэтому на будущий год у меня будет юбилей, и я так мечтаю, что это будет Кремлевский дворец съездов. В крайнем случае, Дом кино, где меня очень любят. Я считаю, тоже очень престижная, моя любимая. А кто из нас кино не любит, да? Все любят в Лужниках кино. тоже хорошо. Да, вот в Лужниках хорошо, да, тем более Москонцерт наша площадка. Вот, Да, Дворец спорта России. На Пушкинской Я хочу, а на Пушкинской площади я приглашаю 9 сентября, я веду программы газеты «Московский комсомолец», самых лучших звезд нашей страны. Каждый год уже будет 3-й год подряд. Меня пригласили. Но дело не во мне, а дело в Людмиле Снитенко, которая вот подарила мне книгу «Болгария». И там я нашел одно стихотворение, которое меня поразило до глубины души, потому что я очень мечтал написать песню о маме, и не было такого стихотворения, которое меня так зацепило. Или уже пели песни, там, помните, запели «Мама, милая мама, как тебе?» Мне это нравится, песня до сих пор. Поговорим. Вот, я написал песню, которую сейчас вы услышите. Ее премьера состоялась на этой же сцене, когда брат Жени Мартынова, Юра, младший брат, делал на 8 марта большой концерт, он посвятил своей маме. Потом я эту песню пел в Государственном концертном зале России. А так, сейчас ее споет, это будет первое исполнение, мой друг Василий Динов. Василий Динов замечательный артист, он отважный человек. Мы с ним летали неоднократно в горячие точки, когда был Северный Кавказ, летали, даже однажды на вертолете чуть не навернулись, по нас стреляли, мы остались живы. Но и поэтому Василий Динов дарит вам песню «Моя музыка» и стихи Людмилы Снитенко. А песня посвящается нашим мамам. «Мама» называется песня, поет Василий Динов. Встречаем! Спасибо большое. Я тоже рад видеть вас, Паша. Всех рад видеть. Спасибо. Помним, Есть слово на земле, что не заменят 100 000 слов, звучащих каждый день. Уверенной улыбкой обогреет и гордых духом сделает сильнее. В нем отражение первого успеха и наставление, первая любовь, рожденная из первой дружбы эхо, волнующая, искренняя, но простое слово, что роднее нет. Мама, простое слово, что роднее нет. Оно подобно образу святого, оберегает верностью своей. В нем звук знакомый от пережитого и свет от богородичных огней. Но все, что скажем,
несравнимо мало для слова первого неискушенных лет. Благого вздоха, словно сердцем мама, простого слова, что роднее нет. Простое слово, что роднее нет. Мама, простое слово, что роднее нет. Есть слово на земле, что не заменят 100 тысяч слов, звучащих каждый день. Браво! Браво! Вася молодец! Василий Дима, ваши аплодисменты. Вася, выйди, поклонись. Он отважный парень. И здорово поет. Прекрасный голос. А сейчас я познакомлю с поэтом. Вот они познакомились на этой сцене. Сейчас познакомимся. Людмила Сиденко, член Союза писателей. И очень много у нее переводов с болгарского. Да, правильно, Люда? Хорошая литература. Передаю вам микрофончик. Спасибо огромное. Я очень рада встретиться в такой компании. Спасибо большое. Ну, а я имею еще сегодня серьезное поручение от Союза городов-героев. Поскольку Владимир Юрьевич является членом президиума Межгосударственного союза городов-героев. Государственного союза городов-героев. Герой Советского Союза, майор авиации Сергей Крамаренко, генерал-майор, просил вот такие слова, поздравить его с такими словами. Являясь членом президиума Межгосударственного союза городов-героев, дорогой Владимир Юрьевич, вы много сделали для воспитания подрастающих поколений, славных боевых трудовых традиций, воспитания молодежи в славных боевых традициях. Время? Я подержу. Вами создано замечательное музыкальное произведение о мужестве и героизме защитников страны, на которых воспитано много наших детей. Народ любит ваши песни, они лиричны, созвучны мыслям и переживаниям слушателей. Они востребованы и любимы. Вы находитесь в рассвете своего творческого пути. Желаю вам создать еще много замечательных музыкальных произведений. Пусть вас сопровождает любовь к музыкальному искусству, всенародное признание и благополучие в семье. От имени Президиума Межгосударственного союза городов-героев вчера вам вручили удивительную книгу «Города Победы». Вы заслужили этого. Пусть она вдохновляет вас на создание новых музыкальных произведений. С искренним уважением, Сергей Крамаренко. Браво! Спасибо, Люда. Ну что ж, будем писать новые песни, да? Будем писать новые песни. Но мама у нас получилась. Итак, союз, значит, композитора, поэта и исполнителя. Песня «Мама». Браво! Спасибо! Спасибо большое. Вы знаете,